Перед вами панорама болгарского побережья. Это знаменитый Солнечный берег, а еще Несебр, и еще Святой Влас. И где-то рядом Равда и Еленита. Популярные курорты слились в один, образовав вокруг многокилометровых пляжей солидную агломерацию. И сюда, по приглашению компании New Estate, приехала съемочная бригада Prian.ru. Наша цель прагматична – познакомиться с курортом, его недвижимостью и процессом ее приобретения на примере работы опытного риэлтора, с которым мы встретились в аэропорту. Мы в аэропорту Бургас, едем в Болгарию. Теперь нас должна здесь встречать компания, которая, собственно, будет сопровождать нас во время поездки. Сейчас мы найдем и отправимся в путь. Вот, вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Как долетели? Все отлично. Агентство New Estate представляет недвижимость на вторичном рынке. Нам покажут 3 объекта. Это немного, так что вполне справимся за один день. Тем более, что жить мы будем в комплексе несколько апартаментов, в котором также выставлены на продажу. Иногда при выборе недвижимости вы можете жить в арендованных, разумеется, за свои деньги, похожих апартаментах. Чтобы лучше прочувствовать, устраивает вас такая жизнь или нет. Комплекс Несебр Форт Клаб построен в 2008 году. Он находится на Солнечном берегу. Здесь пара десятков одинаковых корпусов, приятная ровная территория, бассейны, магазин и прочие радости жизни. Это закрытый комплекс. Здесь очень большая территория, типовая застройка. Море, хотя и в пешей доступности, но все-таки минут 20 ходьбы. Зато здесь можно отдыхать, образно говоря, не выходя за калитку. Здесь действительно нет туристической суеты, а квартиры на любой вкус. Есть с 3 спальнями и полноценной кухней-гостиной, а есть свои скромные. О, простота благородного изящества. Здесь даже кухни нету. Да, по сути, это недорогой гостиничный номер, подходящий вариант для небольшой семьи, для 2, максимум для 3. Скромная обстановка оправдывает скромную цену объекта. Простую студию здесь можно купить за 15-16 тысяч евро. Людмила, то есть получается вот такое предложение, это чуть ли не самое дешевое, что есть сейчас на Солнечном берегу? Да, пожалуй, так. Можно, конечно, найти предложение еще на 1-2 тысячи дешевле, но примерно вы получите то же самое. Теперь оставим Солнечный берег и переместимся в Святой Влас, почти на его границу, и подойдем вплотную к побережью. Здесь на холмах, также на большой территории, расположился комплекс «Райский сад». Уже внешний вид зданий дает понять, здесь атмосфера иная. Панорамные лифты, услуги качественного отеля прямо на территории, бары у живописных бассейнов, плюс минута ходьбы до моря. Впрочем, внутри дизайнерских решений мы не нашли. Знаете, Людмила, откровенно говоря, вот в этом комплексе снаружи впечатления более сильные, чем внутри. Ну да, но каждый новый владелец может внести по собственному вкусу изменения. Это стандартная обстановка. То есть, как я понимаю, обои в Болгарии не используют сейчас, ну и вот пол стандартный такой. Да, стандартно пол-ламинат, покрасить стены более практично. Обои уже, как правило, не клеят. Апартаменты в Райском саду покупают, как правило, иностранцы. Первая линия моря хороша в теплое время года, зимой жизнь здесь замирает абсолютно. Ну а примерные цены на экране. И все-таки, давайте найдем дом, в котором живут круглый год. И россияне, и англичане, и болгары. Для этого едем в центр Святого Власа. Здесь расположен комплекс Sky Apartment. А вот это предложение иного рода. Небольшой жилой комплекс, практически не имеет своей территории, 2 корпуса, между ними маленький бассейн. Это довольно спокойное место и при этом всего 7 минут ходьбы до моря.
Да, если большой территории вы предпочитаете относительно большую квартиру и прогулка до моря не напрягает, а радует, комплекс Sky Apartment или подобные ему могут вас заинтересовать. Такие дома находятся в нескольких шагах от зон, облюбованных туристами, и в большей степени напоминают объекты не только для отдыха, но и для обычной жизни. Слушай, весь миленько. Да, и к тому же современная планировка, возможность проживания круглогодично, и из-за небольшой территории обслуживание стоит недорого. Людмила, ну вот предположим, во время осмотра объектов какой-то из них мне понравился, я готов его приобрести. Каковы должны быть мои дальнейшие действия? А чтобы забронировать апартамент, необходимо внести залог 2000 евро. Затем мы снимем объект с продажи и начнем подготовку документов. Должен ли я присутствовать на всех этапах сделки или это не обязательно? Ну, это по вашему желанию. На сделке у нотариуса вы можете присутствовать лично или ваше доверенное лицо, например, наша компания. Ну и реально, вот с момента бронирования и до завершения сделки, до того момента, когда я стану собственником, сколько примерно пройдет времени? Сама регистрация сделки происходит в течение 1-2 дней, но весь процесс с момента бронирования обычно отнимает 1,5-2 месяца. Район Солнечного берега Равды Святого Власа активно застраивался последние 10-15 лет. Здесь выросли гигантские по местным меркам кварталы, превратившие туристические поселки в туристический город. И среди сотен домов вам предстоит выбрать один – объект вашей мечты. Помните только, что 2 недели в гостинице отличаются от куда более длительного, а значит и более размеренного проживания в собственном жилище. Но в любом случае выбор за вами. А дальше внесение залога, 1,5-2 месяца оформления сделки, и болгарское побережье становится для вас куда ближе.